Всем салем, всем привет! Одна из моих сегодняшних задач – это попробовать кофе. В Казахстане я уже чуть больше 3 недель, и я еще нигде ни разу не пробовал кофе. Пью я в основном американо, капучино и латте я перепил на своих работах, и теперь от теплого молока меня немножечко подташнивает. Но вкус американо мне всегда приятен, и какой он здесь, я еще не знаю. Следовательно, первая задача – попробовать кофе, а вторая – кое-что у вас спросить. Смотрите дальше и все сами узнаете. Вот такие есть двухэтажечки, в таких я уже жил в своем родном Орехово-Зуево. Там очень высокие потолки, вообще очень теплые дома. Старые дома, они самые теплые, на мой взгляд, и самые долгостоящие. Так, вроде нашел кофейню, если она еще вообще работает. Пойдемте зайдем. Вот, взял американо. 690 тенге. Это 350 миллилитров. Хотел посидеть на набережной, выпить кофе, поболтать с вами, а там очень много народа, громкая музыка, поют про белые розы. Хочется немножечко спокойствия, так что уходим в другое место. Вернулся я к тому месту, из которого начинал. Кофе приятный, кофе не пережженный, зерна нормальные, не кислит. Прям ничего так, мне нравится. Конечно, я думаю о том, что любой блогер должен снимать при любых обстоятельствах. Есть люди, нет людей. Но я еще никак не могу через себя переступить. Я все-таки человек скромный немного и чувствую, как на меня смотрят люди. Вот. Это сложно. Все приходит с опытом, все приходит постепенно. Не нужно бежать впереди поезда. Стараться сделать то, что ты хочешь, не наступая на грабли, мне кажется, это невозможно. Но пробовать все равно нужно. По поводу второй задачи, ребят. Я хочу выйти в прямую трансляцию. Я в Казахстане еще не выходил в эфир. И поболтать с вами. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите ко мне в директ, в Инстаграм. Ссылка под этим видео. Я ваши все вопросы запишу и постараюсь в прямом эфире ответить на них. Я думаю, будет весело, не скучно. Посмеемся, поплачем. Надо только определиться, когда выходить в трансляцию. В субботу либо в воскресенье, я еще не знаю. Тоже, наверное, устрою голосование, чтобы было удобно и вам участвовать в прямой трансляции, и мне. Главное, чтобы это было днем. У меня свет в квартире не особо приятный. И если это будет там в 8 вечера, то вы меня будете смотреть как на привидение. Ладно, посмотрим. Живем, увидим. Смотрел я на карте ближайшие кофейни и понял, что их не особо много, кстати. Так что у кого есть мысли на тему открытия кофейни, я думаю, в Астане это сделать вполне реально. Не знаю, кто у нас тут бизнесмены, кто меня смотрит. Может быть, я вам даю идею. Не благодарите. Еще хотел с вами поговорить на тему донатов. Вы знаете, что я открыл Каспи карту и открыл ее для того, чтобы, если устраиваться на работу, мне было удобно принимать оплату за отработанное время. Ну и также я оставил все координаты карты под описанием, чтобы люди, которые хотели, могли там отблагодарить меня за контент или просто помочь. Ребят, я человек, который не будет никогда просить денег со своих зрителей. Я в долг прошу тоже сам очень редко. И, честно, мне даже некомфортно становится, когда кто-то мне перечисляет какие-то суммы. Поэтому я вас очень прошу расценивать это просто как благодарность автору. И я буду это стараться расценивать как благодарность зрителей за контент.
Не как попрошайничество, не как там, типа, я приехал, сразу начал там пилить бабло. Нет, я просто ни разу не сталкивался с тем, что сейчас происходит в моей жизни. Для меня это впервые, и если находятся люди, которые хотят мне помочь, помощь нужно принимать, нужно учиться принимать помощь и в финансовом плане, и в любых других. Это очень важно, и иногда это даже может спасти жизнь. Поэтому мои какие-то умозаключения по поводу донатов, по поводу моей скромности в принятии финансовой помощи, над этим тоже нужно работать. Я надеюсь, вы меня поняли, что я несу сейчас, и приняли эту информацию. И я очень рад, что я смог объяснить это. Более-менее как-то, но смог. Один мой зритель спросил в комментариях по поводу сим-карты. Как я смог открыть сим-карту, что мне для этого потребовалось. Я сейчас отвечу на этот вопрос. Открыл я сим-карту в Актюбинске, когда мы с Андреем только переехали в Казахстан. И открыл сим-карту в Билайне. В Казахстане есть Билайн, и я просто туда пришел, взял талончик на очередь и вместе с загранпаспортом оформил себе связь, сим-карту. Без загранпаспорта они почему-то сим-карту не оформляют. Может быть, нужен перевод российского паспорта. Может быть, вообще по российскому паспорту вы не сможете получить сим-карту. Я не знаю. Это нужно уточнять уже в салонах связи. Но я получил без проблем по заграннику. Выбрал я тариф за 5000 тенге в месяц. Там 17 гигабайт. По-моему, 250 минут разговора и сколько-то смс. 17 гигабайт мне хватило на почти 2 недели. Я их истратил. Вот. А сейчас у меня домашний интернет, также билайновский. Wi-Fi дома есть, благодаря которому я могу выходить в том числе и в трансляцию. Надеюсь, связь будет нормальная, и меня не будет замыкать, когда вы будете меня смотреть. Вот. Ответил на этот вопрос, кому было интересно. Какие документы мне потребовались, чтобы открыть Каспи? Во-первых, мне потребовался мой загранпаспорт, мне потребовался местный номер телефона, который начинается на 7700 какой-то там. Затем мне потребовался СНИЛС российский, мне потребовался адрес регистрации в России. Это все я написал на бумажке. Вот. И, в принципе, все. Нет, еще адрес, где я зарегистрировался здесь, в Казахстане. Вы это все пишете на маленькой бумажечке, как анкетка, и отдаете менеджеру, он забивает всю эту информацию, ждете, пока все это сделается, и получаете карточку вот из банкомата. Ее прям при вас печатают, грубо говоря. Вот такая информация мне потребовалась. И хорошо, что все было со мной в рюкзаке. Иначе мне пришлось бы обратно идти. Но все вышло, все хорошо. Мне очень понравилась улица Сауран. В плане названия мне очень нравится название Сауран. Я не знаю почему. Прям как будто из какой-то фэнтези-книги или из фильма. Вот так. Мне задали также вопрос, надолго ли я уехал в Казахстан. Ответ мой, я не знаю, на 3 месяца или на больший срок. Я не знаю, ребят. Сейчас очень сложная ситуация в моей жизни, в том числе. Какого-то однозначного ответа не будет. Ну вот просто не будет, потому что я сейчас не могу строить какие-то планы на будущее. Оно неизвестно, как у всех. Нет какой-то стабильности, нет никакой гарантии, что все будет прекрасно, хорошо, все устаканится. Никто вам ничего не обещает. Хотя нет, по телевизору могут обещать. У нас любят обещать по телевизору очень многие вещи. Я надеюсь, все-таки люди, которые смотрят телевизор, понимают, что обещание это как, не знаю, легкий ветерок, который мимо вас листочки колышет. Поэтому однозначно ответить я не смогу. Конечно, хочется вернуться домой, хочется вернуть все, что было, но я думаю, что то время, которое мы застали, оно уже не вернется, будет все уже по-другому. Я не знаю, как оно будет. Главное — сохранять здравый рассудок, логическое мышление, смотреть все через призму все-таки какого-то добра, не сходить с ума. Это очень важно. Не истерить, как я иногда делаю. И просто надеяться на все, что все образумится, все будет хорошо.
Ну и поддерживать свое здоровье, психологическое в том числе. Если вы будете постоянно нервничать, поверьте, легче вам не станет. Еще меня беспокоит одна вещь. Знаете, я впервые с ней сталкиваюсь. Когда я выхожу на улицу, я ощущаю себя белой вороной. Я не знаю почему. Возможно, из-за того, что я чувствую себя здесь еще не в своей тарелке. И я понимаю, что это чужая страна. Я понимаю, что здесь свои традиции, законы, которые нужно чтить и уважать. Это я все прекрасно понимаю. И не нужно мне писать под каждыми комментариями, что мне нужно делать, ребят. Я все-таки человек с мозгами. Чувство вот это вот не покидает, что я вот... Как будто на меня все смотрят. Вот. Конечно, это не так. Слишком уж... Что же, я там прям король, что меня все смотрели. Нет, конечно, это не так. Это просто мои мысли, моя голова, мои мозги. Есть хейтеры, люди, которые пишут, что мне здесь не место, мне здесь не рады и прочее. Это, конечно, тоже наматывает какие-то мысли. Но я думаю, все это решаемо, все это игры разума, все это психология. Нужно просто себя настраивать на нормальность, на то, что все хорошо, что никто на тебя не смотрит и никакая ты не белая ворона. Ты просто пытаешься так же жить, как и многие другие люди, и все. Я надеюсь, вы поняли, что я имею в виду, потому что сейчас даже слова не приходят мне, чтобы объяснить все, что я чувствую. Опять говорящая голова перед вами. И хотел бы еще прокомментировать поддержку со стороны моих зрителей, что нам тут сложно, люди, которые переехали, и за нас переживают все родственники, мама, папа. Я сейчас скажу в контексте себя лично, у меня нет ни папы, ни мамы. Папа умер у меня в 2006 году, а мама умерла год назад. И, кстати, ровно год, годовщина смерти моей мамы, это дата моего приезда в Казахстан. Вот так звезды сошлись. Я должен был маме ставить памятник в этом году. Но я надеюсь, памятник никуда не уедет. Я его поставлю. Я не прям там страдаю от этого. Это все дело наживное, как говорится. Но, безусловно, в моей стране остались мои родственники, мои друзья. Я очень скучаю по ним. Я переписываюсь с ними каждый день. И сложно быть на расстоянии. Но это намного легче переживается, когда у тебя действительно есть поддержка. Я не ожидал никогда в своей жизни, что я начну какой-то влог на Ютубе. Я вообще с Ютубом познакомился только в 2020 году. Я скачал его себе на телефон, а до этого я вообще им никогда не пользовался и смотрел все через Яндекс. И вот так вот жизнь распоряжается, вот так жизнь переворачивает иногда все, что ты видишь, и ты смотришь на все с другой точки, с другого ракурса. И YouTube дал мне очень многое, сейчас даже. Он дает мне очень многое. Он дает мне возможность просто оставаться самим собой. Не сходить с ума, не уходить в депрессию, учиться жить, учиться выживать, учиться слышать других людей. Это очень важно сейчас. Да и вообще всегда важно уметь слушать и слышать. Не каждый человек, к сожалению, способен на это. Многие люди слышат только себя, и им наплевать на все вокруг. И они думают, что только они правы и больше никто. Это страшно иногда. Просто нужно понимать, что мир не так однозначен. И нет только одной правды. Правды много. И мнений много. И к каждому нужно прислушиваться. И в каждом есть какая-то истина.
Поэтому люди, которые думают, что только они правы, в большинстве случаев бывают как раз и неправы. Вот такая вот жизнь у нас, ребят. Спасибо всем большое, что досмотрели этот ролик до конца. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте свои вопросы мне в директ в Инстаграме, ссылка под этим видео. Я надеюсь, что в ближайшее время я смогу выйти в эфир, и мы с вами вживую пообщаемся. Это будет здорово. Я рад, что вы у меня есть. Я рад, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. Я вас всех люблю, целую и крепко обнимаю. Увидимся с вами совсем скоро, ребят. Всем пока.